Добрый день, друзья. Летом мне писал один из моих подписчиков: покажите, пожалуйста, вы говорите, что ваши бойлы. Расскажите, как вы готовите. Сейчас пришла зима, лед встал, я на лед не слишком часто хожу, поэтому я сейчас подготавливаюсь к производству своих бойлов. Свои бойлы я делаю только кормовые. Насадочные я покупаю и на них ловлю, а этими кормлю. Можно же, конечно, экспериментировать, и я экспериментировал, тоже ловил на свои бойлы. Эффект был, ну, такой вау-эффект, как хотелось бы. Поэтому я в зиму буду 3 месяца подготавливаться. До марта месяца я хочу накатать бойлов, чтобы мне на все лето хватило, и я ездил без проблем. С чего я начинаю подготовку? Основные ингредиенты моих бойлов – это манка, соя, кукурузная мука, гороховая мука, пшеничная мука. Ну, если пшеничную муку можно найти дешевую, сою вместе с манкой нужно поискать. Я их закупаюсь. Где-то оптом мне со мной в том году поделились, у меня есть 10 килограмм, мне на эту скатку этой зимы хватит. Вот. Если не было, то я раньше выходил другим способом. Я ехал на рынок, покупал обычную сою, мыл, сушил, дробил, и у меня была соевая мука. Вот сейчас она у меня есть. Манку я уже выбрал. Манка у меня есть твердых сортов, все нормально, вопрос закрыт. Сейчас я подготавливаюсь, буду делать кукурузную муку и делать буду гороховую муку. Да, муку гороховую я использую. И также я буду еще делать птичий корм. Птичий корм обязательно в бойлах, лучше его как ингредиент использовать, потому что птичий корм состоит из 3-4 ингредиентов: конопля, рапс, проса и еще один 4-й ингредиент. Но это я буду в дальнейшем в этом видео дальше рассказывать. Я распишу рецепт и покажу, как я его готовлю. Из 4 ингредиентов он готовится. Вот. Сейчас я подготовился, поехал на базар, у меня не было муки гороховой. Что я сделал? У меня не было ни гороховой, ни кукурузной муки. Я не склонен покупать все в магазинах, потому что она, когда делается мука, она, конечно, отличная, вся просеянная, высшего сорта, там все остальное. Но мне тогда такое качество не нужно. Мне нужно дешевле сделать, так как это кормовые. Поэтому я покупаю на рынке ведро. Вот горох я сегодня купил 200 рублей ведро. Получается килограмм 20 рублей, когда я его сделаю. И кукурузу я брал еще где-то в сентябре, в августе. 120 рублей ведро. Получается 12-15 рублей на выходе. У меня получится себестоимость этого продукта. Мне хватит накатать, я по ведру купил, мне чуть-чуть, может, потом еще докуплю ингредиентов, а так мне хватит. Итак, что делаем с этим? Приехал с рынка, купил ведро гороха, 2 килограмма примерно отсеял. Что я буду делать? Я его буду промывать. Друзья, запомните, все зерновые, которые продаются на рынках, где там для животных, мешками, все зерно протравлено для того, чтобы крысы не жрали его. Мыши, крысы, грызуны всякие, все остальное. Их протравливают. Поэтому я буду промывать примерно 6 раз любые зерновые, в том числе и вот этот горох. 6 раз промою, солью воду. Естественно, я наливаю вначале сосуд, потом мешаю в нем, потом сливаю. И так 6 раз. Это обязательная процедура, вы же не хотите получить бойлы, которые будут с протравленным зерном, и, в принципе, карт не будет клевать. Поэтому 6 раз моем. Все, что сверху всплывает, я все сливаю. Эти зерна, они пустые, их можно избавлять. Вот, я 6 раз смыл. Естественно, зерна чуть намокли, это ничего страшного. Далее, что я делаю? У меня вот рядом духовка, я специально ее открыл. И есть противень вот обычный. Я в него перекладываю горох. Слой может быть там сантиметр, 1,5. Это не так важно. Горох хорошо сохнет. Я высыпал на противень и ставлю в духовку. Все убираю. И ставлю на где-то 150-140 градусов. От часу максимум до 2. Кукуруза у меня готова. Я ее буду мелить впоследствии. Горох я поставил. Где-то через 1,5 часа он высохнет. Мне еще осталось будет сейчас промыть и поставить на сушку птичий корм. Это название птичий корм, просто так общее название. Он состоит из 4 ингредиентов. Сейчас я их принесу, покажу, как все это, из чего он состоит. Птичий корм – это общее понятие, в которое входит 4 ингредиента. В него добавляют коноплю, семена конопли, не наркосодержащие, в любом рыболовном магазине продаются.
на килограмм. А вам понадобится для производства ботов все равно весы, для того, чтобы соблюдать пропорции, граммаж, все остальное. И у меня вот такие небольшие китайские весы. В описании ссылку туда скину. Сколько стоит. Я ставлю контрольную эту, обнуляю и засыпаю. Ну, у меня здесь 500 грамм. Коноплю я постараюсь промыть и немного, когда в духовке еще, чтобы ее прям поджарило. Это первый ингредиент. Конопля, рапс, лен, проса. Все эти 4 ингредиента смешаю, у меня получится 2 килограмма. Состав как раз и называется птичий корм. Он очень активно добавляется во все, абсолютно во все бойлы. Его нужно добавлять. Он как раз дает немного рыхлость бойла. И именно вот эта шелуха, которая там есть, она отдает свои ингредиенты, как масляные, вот, они же масляничные, все-таки масляные. И плюс еще шелуха, которая всплывает потом, когда бойл, например, там со временем растаивает. Потому что в любой бойл он набухает, растаивает. Хоть пылик раньше, варенка позже, но все равно эффект один и тот же. Мы добиваемся для того, чтобы привлекать рыбу. А привлекать рыбу мы можем, когда бойл работает. А работать он может, когда он отдает свои ингредиенты. Механические ингредиенты как раз это будет птичий корм, который будет и молоко сухое, который будет отдавать от себя ароматы, ингредиенты и все остальное. Каждые там 15-20 минут смотрите все-таки за своими зерновыми. Их нужно помешивать, чтобы они не загорели, не пригорели. То есть противню горелые зерна в обязательном порядке нужно выкинуть, если они появились. Друзья, идем далее. Пока у меня в духовке сушатся зерновые, я вчера подготовил, как я вам показывал уже, кукурузу, уже просушенная, промытая, просушенная. Поэтому я хочу сейчас помолоть, потому что много на мельнице не перемолишь за один раз. Поэтому я сейчас хочу смолоть вот эту чашку. Я на Алиэкспрессе в том году купил вот такую мельницу. Она называется домашняя мельница. Где-то я увидел на интернете на нее обзор. И в принципе она правда отличная. Она небольшой загрузки. Она питается от 220 ватт. Естественно, она шумная. Но при этом она в принципе отлично отрабатывает свои функции. Вот. Здесь небольшая вот такая корзина, грамм на, ну вообще грамм 400, но я загружаю ее всегда наполовину. Чуть-чуть поверх этих ножей. Вот, это где-то грамм там 200-300. И молю. Молю до состояния, когда мне нужно будет. Но это обычно занимает 1 минуту помола. Потом я это буду складывать муку в такую посуду пластиковую и в принципе потом использовать. Пришла она мне вот в такой коробке. Я вот достал, чтобы вам показать. В наборе этой мельницы была на английском инструкция. Ключ для смены ножей там внутри, вот он. И, в принципе, сами ножи с разным прибамбасом. Честно говоря, я первые ножи, которые получил, я их заточил и начал молоть. Получился не очень хороший помол. Как только я поставил второй комплект тупых ножей, сразу же помол улучшился. То есть стал более мелкий. Быстрее молоться стал и более мелкий. Поэтому не стремитесь затачивать ножи. Это лишнее. Ну и здесь реле всякие, которые, в принципе, я в том году так и не использовал. Простая и легка в обращении. Вот, крышка открыл. Так, засыпаю. 2 там, к примеру, горсти. Здесь вот такие прижимные ручки. Вот так застегиваются, их с двух сторон. И я ее, когда включаю, я регулирую помол вот такими движениями. В эту сторону, в эту сторону. И здесь у нее таймер установлен. Вот здесь электричество, и вот таймер установлен. Можно устанавливать до 5 минут. Но, честно говоря, я где-то на 1,5 минуты ставлю, и мне этого достаточно вполне для того, чтобы это сделать. Чашка вот эта съемная, если нужно будет, ключом снимаете, открываете, моете ее, обратно ставите, ножи ставите. Но я к этому не прибегал, потому что, в принципе, молишь одно, второе, третье, и это отбивает от стенок. Когда в сухом помещении вы делаете, металл не нагревается, то, в принципе, ничего не налипает сильно. Ну что, поехали. Если вам нужно более грубый помол, то вы, в принципе, можете быстрее отключать и
будет более крупная фракция выдаваться. Чем дольше вы делаете, тем меньше фракции. Ну вот, в принципе, такой. Если я еще дальше буду, ну, меня устраивает этот помол. Лучше чуть-чуть, мне нравится грубоватый. И запах. Запах кукурузы просто непередаваемый. Попробуйте в магазине, купите муку и вот так перемолите. Разница большая. Мне нужны некоторые крупные частички, чтобы оставались, чтобы бойл быстрее раскрывался. Вот, друзья, поближе. Вот мука. Она вся мелкого помола, но некоторые там чуть-чуть, какой-то процентов 5-10, чуть-чуть такие крупноватые какие-то точки появляются. Я их специально оставляю, меня устраивает такой помол, для того, чтобы не все было однородно, такая толстая масса, мелко помоленная. Мне это не нужно, это бойлы кормовые, поэтому мне чем быстрее они будут открываться, тем, в принципе, более нужно будет. Ну и, в принципе, как я вам уже сказал, пересыпаю. Все, друзья, минут 20 и 2,5-3 килограмма кукурузной муки готовы. Мельницу я не мою, ставлю, потому что следующие зерновые тоже будут. Также зерновым помолю и также поставлю. Пока готовилось, сушилось в духовке мои зерновые, я помелил другие зерновые. Завтра я эти останутся зерновые, я завтра помолю их до конца, и в принципе все будет готово. Вот, в принципе, способ быстро и дешево, самое главное, дешево, мы же дешево делаем кормовой бойл, дешево приготовить зерновые, муку для катки бойлов в дома. Следующее видео уже будет о самой катке бойлов. Вот. И также все ссылки на весы и на эту мельницу я оставлю внизу в видео под описанием, ссылкой на AliExpress. В принципе, два качественных товара, которые пользуются уже второй год. Так что, друзья, кому понравилось видео, пожалуйста, мне важно ваше мнение, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Подписчики мне нужны, чтобы понимать, что все я правильно делаю, и делюсь своим опытом с вами, и он нужен кому-то. Следующая часть уже катка бойлов.